Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим такой красивый пирог, который готовится быстро и легко, из доступных ингредиентов, а получается очень-очень вкусным. Список необходимых ингредиентов и их количество можете посмотреть в описании видео. Для начала отделим белки от желтков. Делаем это аккуратно, чтобы к белкам не попало ни капли желтка. Приготовим тесто. Здесь у меня просеянная мука. Добавляю туда разрыхлитель, щепотку соли, сахар, и холодное сливочное масло, которое я заранее измельчила для того, чтобы мне было легче перетирать. Все перетеру в крошку. Затем отправляем желтки, добавляем ванильный сахар, кефир. Кефир можно заменить йогуртом либо сметаной. Замешиваем тесто. Вот такое мягкое тесто у меня получилось. Отправляю его в полиэтиленовый мешок, затем в холодильник на 15 минут. Тесто нужно испечь, выпекать его буду в такой форме. Я его уже смазала сливочным маслом. Распределяю тесто по дну, формировать бортики не нужно. Стараемся тесто распределить равномерно. Все, можно отправлять в духовку, выпекаться 20 минут при температуре 180 градусов. Пока есть время, измельчим грецкий орех. Приготовим безе. Здесь у меня 4 белка, надо взбить их до устойчивых пиков. Когда образовалась такая пена, добавляю сахар. Продолжаю дальше взбивать. Безе готово, масса стала плотной. Теперь быстро, пока не опало безе, сверху теста выкладываю повидло. Можно использовать джем или густое варенье. Затем выкладываем безе. Далее сверху выкладываем измельченный грецкий орех. Можно отправлять в духовку, выпекаться еще 20 минут при температуре 170 градусов. Пирог готов. Прежде чем его разрезать, я оставлю его на полчаса, чтобы он остыл и стабилизировался. Давайте посмотрим, что у нас на разрезе. Пирог очень простой, вкусный. Всем сладкоежкам непременно понравится. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи, друзья! Приятного чаепития!